Армия обороны Израиля провела мобилизацию. Из запаса призваны около 300 тысяч резервистов. Менее чем за 2 дня численность действующей армии выросла более чем в 2 раза. Вся страна занимается сбором продуктовых наборов для военнослужащих. Объявлены места, куда граждане могут приносить купленные за свой счет продукты. Количество погибших израильтян, по последним данным, превысило 900 человек. Более 90% убитых – мирные жители. На освобожденных территориях израильские власти находят все новые свидетельства расправ. Мы уже говорили про тела 260 убитых участников музыкального фестиваля. Вечером 9 октября появилось сообщение, что в поселении Беэри нашли 108 тел. Это тот самый населенный пункт, где израильскому спецназу удалось вызволить около 50 заложников. Современное государство Израиль никогда не несло таких единовременных потерь за всю свою историю. А в мировой истории такое массовое убийство евреев в последний раз происходило в 1945 году. Сектор Газа взят в осаду. Туда не поставляется ни электричество, ни газ, ни продовольствие, согласно приказу главы Минобороны Израиля о полной блокаде. В прошлых видео мы говорили, что израильская армия может проводить локальные наземные операции в Газе, но не будет пытаться полностью занять весь сектор Газа и тотально зачистить его от боевиков Хамаса и исламского джихада. Мы так говорили, потому что подобный сценарий казался абсолютно невозможным, исходя из всего, что известно об Израиле в нашем веке. Исходя из той парадигмы, в которой Израиль жил последние несколько десятилетий. Но теперь, когда стал понятен беспрецедентный масштаб катастрофы, мы должны сделать уточнение. За эти 3 дня политическая парадигма и общественное сознание могли перевернуться. Теперь, с учетом новой информации, больше нельзя утверждать, что Израиль не пойдет на те издержки, которые казались абсолютно немыслимыми и неприемлемыми ранее. Ролик записывается в ночь с 9 на 10 октября. Нельзя исключать, что когда вы посмотрите это видео, армия обороны Израиля будет уже штурмовать сектор Газа. В первые часы нападения мобильные группы боевиков смогли продвинуться вглубь Израиля более чем на 20 километров. Армию обороны Израиля застигли врасплох. Затем израильские войска начали ответную операцию «Железные мечи». Премьер-министр и парламент Израиля заявили, что государство теперь официально находится в состоянии войны. Впервые с 1973 года. На сегодняшний день уже выполнена промежуточная цель операции. Боевики выбиты с израильской территории. Это не значит, что удалось прогнать, уничтожить или захватить прям всех террористов. Но в целом приграничные с сектором Газа территории освобождены. Израильские источники сообщают о 1500 телах террористов, ликвидированных в ходе операции на территории Израиля. На момент подготовки ролика окончательная цель боевых действий пока не ясна. Прозвучали разные заявления официальных лиц. Согласно одним сообщениям, Израиль намерен нанести боевикам такой ущерб, чтобы они еще многие годы не могли восстановить свой военный потенциал. Позднее появились другие заявления, что Израиль намерен уничтожить Хамас и исламский джихад как явление. На момент записи этого видео армия обороны Израиля наносит сотни ударов по объектам боевиков в секторе Газа. При этом израильские вооруженные силы отступили от правил, которые раньше считались незыблемыми. Израиль перестал заранее предупреждать жителей домов, где находятся склады и инфраструктура террористов, о том, что здание вот-вот будет уничтожено. В прежние годы такая тактика позволяла минимизировать жертвы среди гражданских. По дому наносился сначала предупредительный удар болванкой, и только спустя время удар на поражение. Метод назывался «стук по крыше». В дополнение к нему могли приходить СМС-оповещения. Метод очевидным образом давал возможность спастись не только мирным палестинцам, но и террористам. Поэтому от него отказались. Сектор Газа утюжат так, что отзвуки слышны аж в Тель-Авиве, в 75 километрах от места событий. Однако воздушными, ракетными или артиллерийскими ударами по сектору Газа группировки уничтожить под ноль невозможно. Можно лишь очень их ослабить, но не искоренить. Уничтожить их полностью способна только пехота в рамках наземной операции. В теории она может такое осуществить, но это вопрос цены и ценностей. Начать полномасштабный штурм сектора Газа значит инициировать долгую и кровавую операцию в плотной городской застройке. Операция эта приведет к потерям гораздо большим, чем способно было вынести довоенное израильское общество.
Кроме того, в рамках подобной зачистки армии обороны Израиля придется разбивать в Газе здание за зданием, что неизбежно приведет к большому количеству жертв среди гражданских, в том числе детей, которых в секторе Газа примерно половина населения. В прошлые годы израильские спецслужбы отказывались от уничтожения тех высокопоставленных боевиков, кто всюду перемещался со своими детьми. Израиль также не наносил удары по штабу Хамаса, расположенному в палестинской больнице Аль-Шифа. Не мог себе такого позволить. То есть полномасштабная операция по зачистке сектора Газа требует без преувеличения коренного перелома в израильских политике и общественном мнении. Такая операция требует резкого повышения толерантности, во-первых, к собственным потерям в израильской армии, а во-вторых, к потерям среди палестинцев. Сочетание этих двух факторов делает маловероятным сценарий, при котором армия обороны Израиля с боями занимает всю территорию сектора Газа целиком. Но все-таки теперь такой сценарий не является невозможным. Тут давайте прервемся на некоммерческое объявление о хорошем независимом СМИ и продолжим. После начала войны многие независимые издания покинули Россию. И это понятно. Бесконечные штрафы, задержания, уголовные дела – все это работе не способствует. Но есть и те, кто принял решение остаться. Среди них «Новая газета». 1,5 года назад их редакция разделилась на две части. Одни журналисты с началом войны уехали, основав собственное издание «Новая газета Европа». Другие же остались работать в Москве. И им сейчас очень нужна ваша помощь. Редакцию буквально лишили средств к существованию, заблокировав сайт, отозвав лицензию на выпуск газеты. 18 сентября Владимир Путин еще и подписал указ, которым национализировал типографии, находящиеся в управлении редакции. Надежда у газеты только на читателей и на тех, кому важно сохранять независимую журналистику внутри России. Авторы «Новой газеты» работали в приграничных регионах прямо во время войны, рассказывали, как благополучный Белгород превратился в город обстрелов и беженцев. Они также ездили в Сибирь и рассказывали, как там меняют мобилизованных мужчин на дрова. Они продолжают посещать суды, где рассматриваются дела политзаключенных. А главный редактор, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, выступает за этих политзаключенных поручителем. «Новая газета» — это 30-летняя история. Это 6 убитых за свои материалы журналистов. В июле этого года на автора «Новой газеты» Елену Милашину было совершено покушение в Чечне. Сейчас давление государства на редакцию достигло пика, но мы все еще можем помочь отчаянным журналистам сохранить издание и продолжать свою деятельность. Остающиеся в России журналисты – одни из немногих, кто может физически прийти на помощь нуждающимся. Поддержите «Новую газету». Ссылка в описании. Наша команда обязательно к этому присоединится. Это очень важно. Пожалуйста, сделайте это. Продолжаем. Старший научный сотрудник Израильского института исследований национальной безопасности Коби Майкл считает, что если и проводить полномасштабную наземную операцию, то немедленно. Сейчас мир шокирован зверствами боевиков, и пока этот шок не прошел, у Израиля развязаны руки. Но совсем скоро мировое сообщество, включая западные демократии и ООН, будут настроены давить на Израиль, чтобы он прекратил операцию против Хамаса и исламского джихада из-за жертв среди мирных палестинцев. Западные страны многие годы вколачивают колоссальные деньги в сектор Газа, чтобы поддержать там жизнедеятельность. Делается это, конечно, с гуманитарными целями, но в итоге деньги идут на реактивные снаряды и подземные бункеры для террористов. Это постоянная точка напряжения между Израилем и странами Запада. Если армия обороны Израиля не пойдет на захват всего сектора Газа, возможен вариант с осадой. Осада плюс методичные авиационные и ракетные удары плюс наземные спецоперации малого масштаба – в совокупности это может вынудить Хамас просить переговоров. Главной темой которых, безусловно, будут израильские заложники, которых террористы удерживают в Газе. Речь более чем о 100 израильских гражданах, а также гражданах других стран. Уже были сигналы о том, что Хамас захотел переговоров. Генерал разведки в отставке Тамир Хайман считает, что Израиль может ослабить Хамас до такой степени, что власть в секторе Газа сможет перехватить сравнительно умеренная палестинская национальная администрация во главе с легитимным президентом Махмудом Аббасом. Сейчас его власть распространяется только на регион Иудеи и Самарии, он же западный берег реки Иордан. По-прежнему существует опасность войны на несколько фронтов. Сейчас зона активных боевых действий Израиля – сектор Газа.
Второй фронт в любой момент может открыть союзница Хамаса, террористическая организация Хизбалла, которая угрожает Израилю с севера, с территории Ливана. Она уже открыла огонь по израильтянам, армия обороны Израиля понесла потери. Но пока что Хизбалла ограничивается небольшими ударами по спорной территории на ливано-израильской границе. Третий фронт возможен на границе с западным берегом реки Иордан. У Хамаса там нет власти, но есть лояльные ему люди. И палестинский президент Аббас, даже если захочет, не сможет их остановить. Локальные стычки с хамасовцами на западном берегу уже начались. Четвертый фронт внутренний. Радикалы из числа израильских арабов, которые симпатизируют Хамасу. Они могут поднять восстание внутри страны, устроить подобие гражданской войны. Небольшие беспорядки, по некоторым сообщениям, уже происходили, но небольшие. В прошлых видео мы не упомянули возможный пятый фронт на границе Израиля и Сирийской Арабской Республики. На территории Сирии как никогда сильны позиции Ирана. Там действуют как проиранская Хизбалла, так и иранский корпус стражи Исламской революции. Цель Ирана – уничтожить еврейское государство. Это неотъемлемая часть его официальной идеологии. Много лет единственным гарантом того, что Иран не станет подбираться к Израилю с территории Сирии, была Россия. Российские войска и дипломатия обеспечивали буферную зону между Израилем и иранцами в Сирии. Сейчас же Иран готов подтереться российскими гарантиями, и нетрудно догадаться, почему так получилось. Итого, перед Израилем стоит угроза по 5 направлениям, включая внутреннее. Реакция Израиля на атаку не только вопрос пресечения агрессии, уничтожения тех сил и разрушения той инфраструктуры, которые непосредственно использовались для вторжения. Война с террористами направлена не только против них. Террористы Хамаса могут наделать много бед, убить гражданских, захватить заложников, устроить беспорядочное насилие, цель которого наведение ужаса. Но Хамас не армия. Это шайка полуграмотных головорезов, у которых нет ни техники, ни современного оружия, ни серьезных финансовых ресурсов, ни подготовки, ни настоящего государства, которое это все могло бы организовать. Боевики могут совершать ужасающие преступления, но существованию государства Израиль они не угрожают никак. Но этими-то ребятами все не ограничивается. Израиль очень маленькая страна, площадью с Ивановскую область, а населением с Московскую. И она находится в центре самого опасного региона планеты. Соседей Израиля по Ближнему Востоку можно разделить на две категории. Тех, для кого уничтожение Израиля и физическая ликвидация всех евреев – это фундамент государственности, и тех, кто как минимум не будет особо возражать, если такое случится. Израиль окружен не просто деструктивными, но часто фанатичными режимами. У некоторых из них есть значительные ресурсы, как финансовые, так людские и силовые. Они с большой радостью эти ресурсы употребят на то, чтобы физически прекратить существование государства Израиль. Деньги в карманах того же Хамаса берутся не только от разграбления гуманитарной помощи, выделяемой развитыми странами. Они берутся от нефтяных монархий, а ныне главный спонсор антиизраильского терроризма – 90-миллионный Иран с 50-й экономикой мира, 600-тысячной армией, достаточно развитым ВПК и активно обменивающейся техникой и технологиями с Россией. Иран не граничит с Израилем, до него далеко, но он может развязать с ним войну через третьи страны и даже не стесняется декларировать такое желание. Израиль все время своего существования живет буквально на пороховой бочке. Причем бочка эта в десятки раз превосходит сам Израиль. Единственный способ выживать в таких условиях – не пропускать и не спускать с рук никакие удары. Всякий раз явным образом показывать, что нападение на Израиль не решит ничьи внутриполитические проблемы. Что таким образом фанатики не смогут достичь целей существования своего режима. Что нападение на Израиль не принесет результатов, но принесет им домой катастрофу, с которой невозможно будет справиться. Для тех, кто бежит убивать и насиловать израильтян через пролом в стене, убийство и насилие – это самоцель. Но у тех, кто помогал им планировать и финансировать вторжение, цель куда более существенная – протестировать Израиль. Проверить, способен ли Израиль по-прежнему себя защитить, может ли он адекватно ответить на агрессию. Если будет сделан вывод, что Израиль уже не тот, что его можно безнаказанно атаковать, что ушли те времена, когда он мог в одиночку сражаться против коалиции арабских государств, то последствия для Израиля будут таковы, что в сравнении с ними эти страшные дни забудутся.
Да, ответ Израиля на атаку, бомбежки целей в городах и жертвы среди мирного населения – это не то, что хочется видеть в исполнении развитого демократического государства, коим Израиль является. Но любая другая реакция, например, выражение глубокой озабоченности, это не что иное, как приглашение аятоллам попробовать свои силы в совершенно ином масштабе. Достигнуть таки своей главной идеологической цели, а цель эта очень проста. Израиля быть не должно, как и евреев, живущих на его территории. Каждый, кто решит рискнуть жизнью во имя новой кровавой авантюры против Израиля, должен понимать, что это билет в один конец, что все не ограничится гибелью простых исполнителей, что Израиль все еще способен поотрывать бошки каждому, кто пошел убивать его граждан, и кто этому способствовал, и ни перед чем на этом пути не остановится. Нападение на Израиль не способ укрепить свою власть, это способ покончить с собственной жизнью и собственным режимом. Такой вывод должен быть сделан по результатам этой атаки. И, к сожалению, Израиль сегодня не в том положении, чтобы на этом пути проявлять гуманизм. Компромиссы могут быть на разных условиях. Компромисс может быть с врагом, например, с тем, кто хочет тебя ограбить, захватить кусок твоей территории. Но не с тем, кто хочет, чтобы тебя не существовало вовсе. В таком случае пространства для торга и переговоров попросту нет. Если ты хочешь выжить, то понятное дело, что ты не готов будешь в этом вопросе уступать. Да, это выглядит как ответ насилием на насилие, выглядит для кого-то как кровавая месть. Но другого способа выжить для Израиля на данном этапе не видно. До завтра.